Привет, дорогие друзья! Рад снова вас видеть на своем YouTube-канале. Очередной долгожданный выпуск, который будет посвящен новогоднему столу. И я вновь напомню всем вам основы здорового, качественного питания. Ну а прежде не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, потому что впереди вас ждут новые и интересные выпуски. Дорогие друзья, этот выпуск будет импровизированным. Я, как всегда, не особо готовлюсь, потому что времени мало. И постараюсь вам рассказать основные базовые моменты в плане здорового питания, потому что впереди целый ряд новогодних праздников, и каждая страна отмечает Новый год по-своему. Кто-то целых 2 недели отдыхает, а кто-то всего лишь 2 дня, но тем не менее, новогодние столы, они неотъемлемая часть праздничных дней. Поэтому напоминаю, что основное в здоровом питании – это потребление белков, жиров, углеводов. Но помним, что в основном нужно уделять внимание именно жирам, потому что в последнее время на нашем столе преобладают в основном насыщенные и трансжиры, которые приводят к ожирению, сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. Что такое насыщенные жиры? Насыщенные жиры в основном содержатся в животных продуктах. Это мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, и даже кондитерские изделия, потому что туда добавляют маргарин и его производные. Поэтому, друзья, обращайте внимание прежде всего на потребление животных продуктов. Например, если вы не можете ограничить или отказаться от мясных изделий, старайтесь все-таки использовать белое мясо, потому что, согласно проведенным многочисленным исследованиям, это еще известно с середины прошлого века, что красное мясо, его избыточное потребление приводит к развитию рака прямой кишки и рака груди. Поэтому старайтесь ограничивать потребление красного мяса, а сделайте упор на белое мясо, это курица, индейка. И полуфабрикаты старайтесь все-таки готовить самостоятельно, потому что в промышленных производствах используют не очень качественные ингредиенты в виде, например, модифицированных растительных масел, маргарина и прочих трансжиров, которые потом приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и к ожирению, как я сказал ранее. Поэтому старайтесь готовить колбасы или сосиски, сардельки, какие-то рулеты самостоятельно из качественных ингредиентов. И большую часть добавляйте именно растительного происхождения. Также кондитерские изделия и вообще сладости желательно тоже готовить самостоятельно. Тем более, на сегодняшний день, я думаю, мало можно кого удивить разнообразием стола. Это раньше, в детстве, мы все ждали с нетерпением праздников, потому что именно в новогоднюю ночь мы могли бы попробовать какие-то деликатесы, которые были недоступны на ежедневной основе. Мы живем в век изобилия, и, соответственно, в новогоднюю ночь сложно удивить гостей. Но, тем не менее, я думаю, что интересно будет приготовить что-то полезное. И гости, которые не приверженцы, так сказать, здорового питания, будут удивлены блюдам, которые были приготовлены на основе каких-то здоровых продуктов. Поэтому всем советую в интернете поискать какие-то ППшные десерты или основные блюда. Я думаю, гости уж точно удивятся, и вы докажете им, что здоровое питание – это не что-то невкусное или скучное и примитивное. Поэтому, друзья, что касается десертов, старайтесь также ограничивать какие-то фабричные продукты, потому что там используют огромное количество простых углеводов в виде сахара рафинированного, а также модифицированных растительных масел, маргарина или других жиров, которые значимо вредят нашему организму. Поэтому вы лучше готовьте десерты из растительных продуктов, добавляйте туда нерафинированные растительные масла. И, кстати, возвращаясь к основным блюдам,
в них тоже добавляйте нерафинированные масла. Это подсолнечное, кунжутное, льняное, оливковое масло. Почему? Потому что в процессе рафинации и дезодорации насыщается масло и становится, как вы уже понимаете, не таким полезным. Оно подходит для жарки. Потому что если мы будем использовать нерафинированное масло для приготовления продуктов на сковороде, под действием температуры происходит насыщение жиров, и они превращаются в насыщенные и, соответственно, несут вред. И лучше использовать для жарки все-таки рафинированное масло, которое уже насыщенное, а для основных блюд нерафинированное, лучше вообще не жарьте. Сейчас доступны в продаже сковороды с антипригарным покрытием, готовьте на сухих сковородках. Либо добавляйте туда воду и тушите. Что еще? В плане алкоголя. Я не говорю, что нужно полностью исключать алкоголь, ведь в наших традициях все-таки использование алкоголя, оно веками практиковалось, и на сегодняшний день сложно отказаться. И никто не требует в плане здорового питания. Например, вина. Что касается вин, то они могут даже принести пользу. И на сегодняшний день есть много исследований в плане пользы красного сухого вина. И, например, сорт винограда Cabernet Sauvignon содержит наибольшее количество полифенолов и ресвератролов. Это антиоксиданты, которые отлично влияют положительно на сердечно-сосудистую, эндокринную, нервную систему и в целом на метаболические процессы. Поэтому хорошее, качественное сухое вино даже пойдет на пользу, но в умеренных количествах. Старайтесь поменьше использовать крепкие напитки, особенно если вы употребляете на ежедневной основе какие-либо лекарственные препараты. Помните, особенно прием статинов с алкоголем не особо совместим. Может быть выраженная интоксикация. И помните, вам также противопоказан грейпфрутовый сок в больших количествах. Дорогие друзья, самое главное забыл рассказать вам о газированных напитках. Столы ломятся от колы, пепси, фанты, спрайта и прочих популярных напитков на новогодних столах. Но все-таки я бы рекомендовал вам также самостоятельно готовить прохладительные какие-то напитки. Потому что именно в газировках, несмотря на то, что даже они пишут там zero сахара, тем не менее он там есть. Доказано на сегодняшний день, что сахарозаменители, так же как и обычный рафинированный сахар, наносят вред организму. Поэтому посмотрите также в интернете рецепты различных морсов, напитков, которые можно приготовить из натуральных продуктов. И это будет гораздо интереснее, необычнее, и есть большая вероятность, что гости удивятся и похвалят вас как хозяина стола. Но, конечно же, мы не можем полностью исключить и традиционные напитки в виде пепси, фанты, спрайта или колы, но постарайтесь их все-таки использовать в минимальных количествах. Еще информация для мясоедов. Я не заставляю вас отказываться полностью от мяса, но все же советую. Как только вы садитесь за новогодний стол, постарайтесь все-таки на начальном этапе насытиться растительной клетчаткой. Для того, чтобы создать ту самую подушку безопасности, которая уменьшит всасывание жиров и позволит организму вашему пройти этот сложный путь с наименьшими потерями. Дело в том, что как только вы изначально употребите некое количество салатов, зелени, каких-то цельнозерновых круп, может быть, кто-то будет готовить салаты на основе этих круп, их огромное количество, и потом будете есть мясо, мясопродукты, то, соответственно, вот эта подушка из клетчатки, она ваш организм немного обезопасит и уменьшит всасывание плохих жиров. И, соответственно, это менее скажется на вашей фигуре и на здоровье в целом. Поэтому прежде всего налегайте на растительную клетчатку, а потом уже на мясо и мясопродукты. И самая главная рекомендация
которой не стоит пренебрегать. Будьте активны, не сидите весь вечер за столом. Благодаря тому, что вы будете двигаться, танцевать, как-то проводить вечер интересный в виде игр, каких-то встречи с друзьями, ваш организм отблагодарит вас стройной фигурой и хорошим самочувствием на следующий день. Ибо если вы только будете есть за столом, то, соответственно, все остальные дни вы проведете в не особом комфорте. Поэтому двигайтесь, танцуйте, веселитесь. Это пойдет на пользу. Останутся невероятные впечатления на долгие годы, а друзья вас оценят за гостеприимство и креативность. Будьте здоровы и берегите себя. Дорогие друзья, я искренне хочу всех вас поздравить с наступающими новогодними праздниками. И я благодарен всей своей аудитории, новым подписчикам за то, что вы меня смотрите. Вы невероятно активны в комментариях. Благодарю вас за поддержку, за мой сложный путь, переезды в разные страны, и вы всегда меня поддерживали, были со мной. И я надеюсь, что следующий год мы проведем еще более интересно, более продуктивно и полезно. Но все еще впереди, и мое новогоднее поздравление не заставит себя ждать. Пока-пока, и не забудьте подписаться.